Под финальный занавес недели моды в Милане бренд Giorgio Armani представил коллекцию «Осень-зима 2025-2026». Данная презентация стала не просто очередным ярким событием фэшн-индустрии. Ведь сегодня великий мастер элегантных вневременных силуэтов обращается к прошлому, деликатно погружая нас в свою личную историю. Не случайно коллекция получила название «Корни», для которой ведущий дизайнер Armani черпает вдохновение из собственного творческого пути. Каждый образ затронул один из значимых этапов жизни именитого итальянского дома. Это было что-то вроде виртуального путешествия в мир, где балом правят хороший вкус и тонкое понимание стиля. Не надменная пышность, а мудрость и красота. Не пафосная роскошь, а настоящая элегантность, в которой нет места показной эксцентричности, но есть отточенные до совершенства линии. Модное действо устроили в традиционной для Giorgio Armani камерной атмосфере, напоминающей старые салонные показы от кутюр. Приглушенный свет в затемненном пространстве, расслабленная безмятежная обстановка вокруг с едва ощутимым приятным ароматом, мягкие кресла-сиденья, круглые столики, изящные лампы. Каждый из приглашенных на модное шоу гостей словно оказался поздним вечером в одном из уютных кафе в зале ожидания класса люкс. Уже куплен билет, чемоданы упакованы, и вот-вот все готовы отправиться в дальнюю поездку. Но только не в конкретную точку на карте. Дизайнер решил, что лучшим выбором для нас – кругосветка. И подготовился он к ней, как всегда, обстоятельно и с размахом, включив в гардероб на предстоящий сезон 78 стильных нарядов. Что важно, в любом из представленных образов нет точной привязки к определенному месту. В коллекции встретились разные культурные традиции, но выглядит очень гармонично и слаженно. Все как умеет делать маэстро Армани. Здесь подружились Восток и Запад, колоритные мотивы Азии и сдержанный шик Европы. Модели ступали по фэшн-сцене в шелковых свободного кроя брюках, отчетливо напоминающих шаровары, которые уживались с коротким жакетом, с блузой-рубашкой, с длинным классическим пальто, либо с двубортным с округлыми металлическими пуговицами, с накидкой-палантином или же с объемным меховым шарфом-воротником. Талию фиксировали широкие пояса, кожаные, либо из ткани с бронзовым переливом. Головные уборы явно похожи на шапочки в восточном стиле, плюс обувь только на низком ходу. Ведь в дальней дороге в первую очередь важен комфорт. О чем говорит и расслабленность, непринужденность представленных в коллекции силуэтов. Верхняя одежда расстегнута, модели шагают свободно, держа руки в карманах, ничто не стесняет движений. Отличная униформа путешественников в современной подаче, с многослойными луками, с вниманием к популярным нынче меху и бархату, с обязательным дополнением в виде нарядов для особого случая, которые словно сотканы из хрустальной паутины. Они поражают искусной вышивкой бисером и пайетками, однако в них нет того совсем нежелательного сверкающего эффекта новогодней елки. Giorgio Armani всегда умел говорить через ткань, линии и движения. Кутюрье работает с тем, что по-настоящему ценно. Также хотелось бы отметить его любые эксперименты с принтами. Нежно струящуюся вдоль тела одежду украшали аморфные узоры, напоминающие нефтяные разводы. Многие вещи, включая сумки и даже обувь, здесь покрыты характерным восточным узором икат. Также внимание привлекают фактурные парча и жаккард. Цветовую палитру модного гардероба можно сравнить с оттенками осеннего леса. Золотистый, песочный, коричневый, глубокий изумрудный и приглушенный темно-зеленый, серый и полуночный синий. Эти краски – чистая поэзия, в которой звучит история о природной гармонии и красоте, о мирном союзе порой абсолютно полярных по сути культур и традиций. На подиуме в Милане нынче царила чистая магия Армани, где каждая из девушек-моделей напоминала героиню старого кинофильма, в котором одежда, стиль, умение держаться говорили гораздо больше, чем слова. Мне очень нравится, что у дизайнера не было и нет стремления удивлять ради хайпа. Мы видим только желание создать идеальный баланс между современностью и вечностью. Ведь для Giorgio Armani мода – это в первую очередь искусство, а не индустрия развлечений. В свои-то 90 он продолжает демонстрировать все лучшее и сразу, за что его и любят уже полвека как. С интересом, друзья, жду ваши впечатления от просмотра новой коллекции в комментариях. Не поленитесь черкнуть пару слов и поддержать канал лайком. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! Всем красоты, хорошего позитивного дня, чтобы как можно чаще был повод для теплой улыбки и солнечного настроения.
Пока!